Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об ошибках. Для начала вспомним, что говорит об ошибках народная мудрость. Ну, во-первых, говорят так: не ошибается тот, кто ничего не делает. На ошибках учится. Человеку свойственно ошибаться. Я хочу сказать вам, как нужно относиться к ошибкам на уроках русского языка как иностранного. Я сама ошибки очень люблю, и я постоянно смотрю на ошибки, и они мне помогают увидеть, в каком направлении двигаться в занятиях с учениками. Понимаете, если у человека нет ошибок, то тогда и учитель ему не нужен. Но бывает так, что ошибок в работе нет, а учитель чувствует, что ученик все равно не все знает. Что нам делать? Ну, скорее всего, нужно просто выяснить, кто делает задания. Потому что родители часто делают задания за своих детей. Ну, вы же понимаете, что это плохо и для учеников, и для родителей, и для изучения русского. У меня была история с моим взрослым учеником, у которого был свой бизнес, он был богатый человек. Настолько он боялся ошибок, что он нанял мальчика русскоязычного, который делал задания. Я была в ярости, когда я узнала об этом. Честно говоря, хотелось все прекратить тут же, на корню. Еще бывает такой вариант, когда бывают ошибки преподавателя. Опять же, расскажу из своей практики. Ко мне пришел молодой человек заниматься, который занимался самостоятельно. И он изучал грамматику, изучал грамматические правила, и все отскакивало от зубов, все было идеально. Но он не мог говорить. И он никак не мог понять, что же происходит. А происходило вот что. Он не вывел в речь свою грамматику. И это очень частая ошибка начинающих преподавателей, когда они неправильную речь просто лечат ударной дозой грамматики, а ничего не выводят в речь. Грамматика так и остается там где-то. И последнее – это когда ошибки по невнимательности, или из-за усталости, или из-за эмоционального состояния. Ну, на такие ошибки мы даже внимания не обращаем, потому что мы понимаем, откуда растут ноги, во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что ученики сами видят, что что-то не так сделали, и сами начинают себя исправлять. Итог. Ошибки – это точки роста. Они нам нужны, анализируйте их и помните о том, что учиться все-таки лучше на чужих ошибках. А я желаю вам хороших ошибок.